Всем привет, подписчики и гости канала Кастомайзер. Мы продолжаем тему планшет в панель автомобиля ВАЗ-2112, старая панель. Как можно видеть, сейчас данная работа имеет вот такую картину. Почти готовая черновая матрица. Надеюсь, она у меня получится хорошей. Будет все спокойно разделяться, отделяться. Постарался, конечно, выложить все это без воздушных пузырей, за исключением вот этого момента. Не знаю, все пригладил, все уложил без воздушных пузырей, но, видимо, когда начало схватываться, немного отошло, и я проморгал этот момент, когда стекломатериал начал отделяться вот именно за воздушном месте. И так оно и высохло. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно там себя покажет после того, как я разделю эти две части. Кстати, черновая матрица, или можно сказать матрица, состоит из двух частей. С обратной стороны выглядит это вот так. И за кадром сейчас обрежу все эти сопли. Кое-где поработаю наждачкой, чтобы в руки не кололись данные сопли. Все, и тогда уже включусь, так что не переключайтесь. Итак, после обрезки данная черновая матрица выглядит вот так. Ничего особенного, просто теперь без никаких лишних усиков приобрел более аккуратный такой вид. Также острые углы, прошелся наждачкой. Все здесь теперь аккуратно и не будет царапать руки. Так, эту нижнюю часть уже отрежу после того, как отсоединю эту часть от самой пластиковой детали, потому что нельзя ее сразу взять и отрезать по этой линии, потому что отрежу вместе с самой решеткой центрального дефлектора. Ну, в принципе, и все. Сейчас за кадром буду отсоединять две этих части. Надеюсь, у меня все получится. Итак, ребят, извлек я черновую деталь, то есть болванку, саму рамку, и при извлечении это все, конечно, развалилось на несколько частей, две больших и несколько маленьких. Собственно говоря, сам планшет, с ним ничего не случилось. И сейчас покажу, собственно, саму матрицу. И вот она, матрица рамки для установки планшета в автомобиль ВАЗ-2110, старая панель. Что могу сказать? Сейчас обращаю ваше внимание на такие косячки, как... Ну вот здесь немного гель-коата не хватает, но это не критично. И самый такой неприятный момент, вот данный скол на углу. Вот он, данный осколок. И что я сейчас буду делать? Я его приклею на свое место. Вот таким образом. И после того, как клей остынет, уже наждачкой доведу эту форму, данный угол до своего нормального состояния, как, например, вот здесь данный угол. Конечно, можно было бы и выкинуть данный осколок, выкладывать в матрице уже стекломатериал, извлечь готовую деталь и уже на ней дорабатывать данный угол. Но я считаю, что вот этот данный вариант по приклейке данного осколка будет менее трудозатратным в будущем. И лучше всего сейчас на данном этапе приклеить, обработать и забыть про данный косячок. И еще смотрите, ребят, такой момент, где идет регулировка обдува. Она тоже отпечаталась регулировкой обдува, и где идет индикация, куда направлен обдув,
этот момент тоже отпечатался, хотя я его даже не планировал. В общем и целом доволен данной матрицей. Боялся, что момент, который вот здесь здесь идет углубление под экран, как здесь, так же и здесь. Тут небольшое углубление есть. Думал, этот момент пострадает, но все обошлось, и, черт побери, все выглядит так, как я себе и представлял, и визуализировал. Также острые углы, наплывы гель-коута убрал наждачной бумагой, и остается теперь ее отмыть. Временно зафиксировал на 3 болта с гайками и шайбами. Собрал ее чисто, только для того, чтобы показать вам. Сейчас разберу, отмою. Ну, отмою я ее уже за кадром, так как по смысловой нагрузке уже видео подошло к концу. И можно заканчивать данный видос. Так что, если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Обязательно в комментах делитесь своим мнением. Будет интересно почитать. И всем до новых встреч, увидимся уже в следующих выпусках. Всем пока.